Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Парни, ну вы за столько лет не привыкли, как Тэйкук себя ведут? Или просто отвыкли за соло-эру? Девятое место. Наш крутой бой любит побыть деткой своего Тэхёна. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Когда у вас с парнем одинаковые вкусы? Седьмое место. Как он засиял, когда на экране появился Тэхён. Шестое место. Поведение пары. Кружка весила килограмм 10, так что без двух рук тут было никак. Никто никогда не сравнится с тобой. Пятое место. Его реакция на Тэхёна всегда любопытная. Четвертое место. Забота. Тэхён, который вдумчиво и медленно выбирает кекс, и Чангук, который уверен, что получит самый красивый кекс. Третье место. Новости. Эфир Тэхёна.
Я вышел в прямой эфир, потому что хотел кое о чем похвастаться. Вы просто обязаны это услышать. По дороге обратно я сел в такси, и водитель Аджоси повернулся ко мне и сказал: «Это сюрприз. Считай, что это рождественский подарок. Вот тебе турецкий шоколад». Я подумал: ух ты, спасибо. Правда, что ли? Это мне? Спасибо огромное. Он подарил мне этот турецкий шоколад и уехал. Я просто зашел, чтобы похвастаться вам. Это его привычка снимать себя снизу. Мы и так на коленях и не забываем свое место, но спасибо для визуализации самое оно. Тэхёна угостили конфетами из набора шоколадных конфет Тавана с начинкой лесной орех и фундук. Конфеты выпускаются турецкой кондитерской компанией Thais Chocolate and Confectionery Co. Такие милые щечки Чангука. Несколько фраз Чангука из журнала «Эль». Даже если бы я встретил самого себя в прошлом, я бы не сказал ему ни единого слова. Потому что именно этот опыт сделал меня тем, кем я являюсь сегодня. Я всегда буду первым протягивать руку тем, кто поддерживает меня и подбадривает. Эль Карио о Чангуке. Чангук не просто айдол, а артист, представляющий нашу эпоху. Подобно этому, Габриэль Шанель была революционеркой, которая переосмыслила жизнь женщин своего времени и представила миру аромат, воплотивший новое видение женственности. Обе фигуры – архитекторы духа времени, отражение своей эпохи. Перед вами портрет Чангука, глобального амбассадора Шанель Бьюти и человека, определившего новые стандарты этого поколения. Он прекрасен и становится прекраснее с каждым днем. Интервью W. Korea, 2023 год. Вопрос. По мере того, как вы развиваетесь как артист и накапливаете различный опыт, есть ли что-то одно, некая суть в Ви, или, скажем, в Ким Тэхёне, что остается неизменным? Ответ – это стремление к радости, какой бы мимолетной и незначительной она ни была. Будь то повседневная дружба между мемберами, атмосфера на съемочной площадке или даже короткие мысли о предстоящем выходном или о том, что я буду есть сегодня, для меня важно ценить моменты счастья, какими бы маленькими они ни были. Язык любви, тейкук, касание. Выдержка из журнала «Эль». Чангук – смелый артист. Помимо его достижений в составе группы, его индивидуальный путь также впечатляет. Он стал первым азиатским артистом,
выступившим на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в другой стране, а его дебютный сольный сингл «Seven» стартовал с первого места в чарте Billboard Hot 100. Тот факт, что он недавно преодолел отметку в 10 миллиардов совокупных прослушиваний на Spotify как корейский солист, также служит этому подтверждением. Его шаги, спокойные, но наполненные упорством, страстью, талантом и честностью, напоминают путь Шанель. Его музыка и выступления всегда выверены до тонкостей, все лишние украшения исключены, и в итоге результат становится эталоном. Метод, который Габриэль Шанель выбрала при создании Шанель номер 5 в 1921 году, также заключался в элегантности без чрезмерной демонстрации утонченности. Вместо пышного, показного аромата, которого требовала эпоха, она выбрала четкую структуру и воздух, в котором сенсорные слои накапливались с математической точностью. Это совпадает с направлением, которое Чонгук выбрал для своей музыки. Вместо безусловно сильного и ультрасовременного ритма он оставляет пустоты в нужных местах. Его звучание чувственное, как Bleu de Chanel, но утонченное, простое, но трудное для подражания. Поэтому его голос и манера исполнения передают эмоции, не переходя грань, а движения на сцене величественные, но точные. Чонгук, одетый в белый вязаный свитер с длинными рукавами, встал перед камерой. В этот момент он больше напоминал молодого парижского танцора, чем поп-звезду, собирающую многотысячные толпы от Нью-Йорка до Сеула. Его волосы были более кудрявыми, чем обычно, что придавало ему в тот день более глубокий и зрелый образ. И с того самого мгновения, когда был нажат первый спуск затвора, Чонгук вошел в кадр так, словно всегда принадлежал этому месту. Без излишних движений он точно захватывал центр сцены. Спустя 100 лет после того, как Габриэль Шанель создала номер 5, номер 19 и Коко Мадемуазель, Чонгук молча смотрел на Вандомскую площадь через окно, которое послужило источником вдохновения для этих ароматов. Когда настал момент открыть окно, выходящее на площадь, довольно близко к туристам, чтобы продолжить съемку, команда «Эль» не смогла скрыть тревогу по соображениям безопасности. Однако Чонгук коротко сказал с улыбкой: «Все в порядке». В конце концов, когда дверь открыли, площадь предстала под прекрасным небом, словно дожидавшимся этого момента. И этот кадр стал лучшей фотографией, украсившей фасад здания «Эль». Даже во время съемки время от времени раздавался тихий смех. Это был смех Чонгука. Он обменивался мнениями с фотографом, с которым впервые работал один на один. Этот момент полностью запечатлен на странице 111. Как и этот смех, Чонгук не стремится выглядеть чрезмерно амбициозным перед камерой и не упаковывает эмоции насильно. Он говорит то, что хочет сказать, и показывает лишь то, что действительно может показать. Но эта искренность всегда создает точные моменты и формирует подлинность. Фотографии этого дня стали продолжением этих следов. Ох уж эта бесконечная сага чувствовать себя лишним. Обновление Instagram Compose Coffee. Счастливых праздников! Не верится, что конец года уже так близко. Чувствуете, как сердце начинает биться быстрее. Самый сладкий подарок этой зимы от Тэхёна. В Compose Coffee начинается новый клубничный сезон. От уже ставших хитами сочетаний клубничный солено, карамельный фраппе. Смузи с клубничным чизкейком до совершенно нового взгляда на клубничные напитки. Berry Pearl – клубничный латте, Berry Pearl – клубничный сок. Позвольте сочному аромату клубники, наполняющему каждый глоток, окрасить эту зиму в розовые тона и заставить ваше сердце трепетать.
Легендарная поза Тэхёна. Он у мамы цветочек. Тот факт, что Чонгук стал проще относиться к ошибкам, делает меня очень счастливым человеком. Обновление Юнт. В третьей части Тэхён рассказал нам о своих любимых блюдах и о том, как заботиться о здоровье. В это время года бывает не просто уделять внимание и внешности, и самочувствию, но вместе с Юнт легко превратить заботу о себе в приятную привычку. Вопрос: что ты делаешь, чтобы заботиться о себе? Ответ: в последнее время я занимаюсь спортом. Вопрос: в какой момент дня ты чувствуешь восстановление? Ответ: я чувствую себя наиболее исцеленным, когда ем абуро собу. Вопрос: последнее, что ты делаешь перед сном? Ответ: перед сном. Что же я делаю? Я пью теплую воду и закрываю глаза. Вопрос: если бы сбылось одно желание, что бы ты хотел? Ответ: мое желание. Съесть теппanyaki, сукияки, абуро собу, танкоцу рамен, вагю, кобе вагю. Вот мое желание. Вопрос: какие принципы питания ты соблюдаешь для красоты и здоровья? Ответ: в последнее время для здоровья я сначала ем овощи, потом мясо и только в конце рис. Это нужно, чтобы избежать резких скачков сахара в крови. Сначала овощи, затем белок, мясо, а если углеводы оставить напоследок, чувствуешь прилив сил. Иногда дом – это человек. Аккаунт турецких конфет Таис Джида опубликовал пост с фрагментом из эфира Тэхёна. Маленький презент, но большая радость. Тэхён получил в подарок от таксиста турецкий шоколад Таис Тавана и сразу же поделился им со зрителями в эфире. Такой простой и душевный жест стал для нас настоящим источником радости. Просто хотим передать вам эту теплую атмосферу. Отметим, что это не реклама, просто милый момент. Профиль Тэхёна единственный в подписках аккаунта бренда конфет. Вот она суперспособность нашего Мишки. Одним маленьким жестом он делает счастливым весь мир. Даже в комнате, полной женщин, я выберу смотреть только на своего мужчину.
Фанаты Чонгука из Японии в рамках проекта Чонгук «Санта-Клаус 2025» сделали пожертвование 5 миллионов вон детской больнице Национального университета Сеула и 500 тысяч йен организации Save the Children Japan. Общая сумма пожертвований составила 1 миллион йен. Этот поступок демонстрирует влияние и доброту Чонгука, вдохновляя своих поклонников. Как же он нежно берет Чонгука за руку. Самые нежные. Esquire Хонг-Конг в Инстаграме. Черный свитер с высоким воротником официально стал главной темой зимы. От знакового интеллектуального образа отца Apple Стива Джобса до обязательной части гардероба многих звезд. Эта сдержанная, но очень стильная одежда не только подчеркивает длину шеи и придает уверенности, но и очень универсальна. В сочетании с пиджаком она добавляет образу глубины и является одним из обязательных предметов гардероба осенью и зимой. Заворожен настолько, что не в силах оторвать глаз. Тая Какажеер. Фотограф, работавший с Чонгуком на фотосессии для Rolling Stone, опубликовал сторис обложки журнала с Чонгуком и сделал посты, подписав: «Я сфотографировал Чонгука, одной из самых влиятельных культурных групп нашего времени, для Rolling Stone в Великобритании, Корее и Японии. Это честь, основанная на доверии и сотрудничестве, и веха, которую я не воспринимаю легкомысленно». 4 обложки. 3 страны. Эти изображения несут в себе огромный вес за пределами кадра и напоминают мне о том, как далеко может зайти тщательная, терпеливая работа, а также об ответственности, которая возлагается на тех, кому доверяют формировать истории такого масштаба. Благодарен команде, доверию и охвату того, что мы создали вместе. Скучаю по этому легендарному дуэту. Чонгук преодолел отметку в 4 миллиона подписчиков на своем YouTube-канале. Чонгук стал первым сольным кей-поп-исполнителем, достигшим 4 миллионов подписчиков на YouTube, что демонстрирует его огромную популярность. Канал Чонгука на YouTube Topic недавно преодолел отметку в 4 миллиона подписчиков. Канал Чонгука на YouTube Topic доказал свою непревзойденную популярность и влияние, достигнув наибольшего количества подписчиков среди сольных кей-поп-исполнителей. Когда они самые сексуальные мужчины в мире? — 18 июня 2023 года Тэхён был замечен на концерте Бруно Марса в компании Вуга, а через время мы узнали, что 18 июня проходили съемки сцены с поездом для клипа Seven. 18 июня мы увидели Тэхёна в милой футболке с голубым сердечком, а 14 июля, когда вышел клип,
увидели Чангука в точно такой же. В интервью для Morning Mashup Чангук рассказал об этом. Вопрос. Какой последний концерт, который вы видели, вызвал у вас настоящий восторг? Ответ. Мне очень нравится Гарри Стайлз, а также Бруно Марс. Но когда он приехал в Корею, я на самом деле снимал клип, поэтому я не мог пойти, так что это такое разочарование. Они оба выглядят самыми счастливыми, когда вместе. Чангук в черных рубашках. Запомните, маленький массаж щек вылечит вашу любовь. Такой забавный Тэхён. Настоящий хаотичный комик. Эта ухмылка Чангука делает что-то странное с нами. Чангук в студии как отдельный вид искусства. Все в порядке, Чангук, мы все бы залипли. Когда Тэхён сидит вот так. Чангук так хотел взять Тэхёна за руку.
Причина воя – Тэхён на большом экране. Второе место. Это так интимно. Некоторые вещи никогда не меняются, как влюбленный взгляд Чангука на Тэхёна. Уши Чангука покраснели после того, как он назвал Тэхёна невинным, он такой очевидный. Первое место. Вот почему я всегда говорю, смотрите на их поведение вне камер. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.